Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас воскресенье. На улице 9 градусов тепла. Вот так вот. Сейчас хочу показать, что я сделала в промежутках от работы и дома. Значит, вот здесь я на всю длину, видите, постелила, насыпала еще земли покупной. Постелила укрывной материал. Здесь идет 60-ка, черный. И вот так вот я его пришпилила. Вот они, видите? Просто электродами. Вот еще. Взяла у мужа электроды, которые уже пришли в непригодность. И вот так вот попришпиливала материал. Вот, с той стороны аналогично. Изначально вот этот укрывной материал мы покупали, чтобы сажать клубнику. То есть здесь прям расстояние вот здесь было. Вот здесь вот, видите, кругляшочек такой вот он, шаткий. Здесь, здесь, здесь. И вот так по всему укрывному. Под клубнику я передумала стелить укрывной вот этот вот материал. Как он там правильно называется? Агроволокно или как-то. В общем, вот такие вот были кругляшки. Я их вырезала до вот таких размеров. Потому что я подумала, что все-таки будут идти эти молодая поросль, чтобы было где ей разгуляться, так скажем. Вот. Так, посадила я здесь. У меня получается сколько? 16 кустов. Сейчас я отойду. 16 кустов у меня здесь. Не кустов, а прям по одному корешочку, видите? По одному корешочку я сажала. Это роза кардана. Роза кардана. Здесь у меня получается 4 цвета. Вот так вот это выглядит. Здесь у меня флокс щеловидный. Вот сейчас я его досаживаю. Надо досадить до конца. Потому что у нас с вами было посажено, по-моему, вот до этих пор. Вот так мы с вами сажали. Ну а сейчас здесь вот хочу продлить уже флокс щеловидный. Вот он у меня. Вот так вот он выглядит. Такие вот корешки. Вот. И вот эти вот плети, которые длинные, я вот так корешки вкапываю. И вот эти плети, которые у меня длинные, ну где ты? Ну вот, допустим, да, вот это. Я еще вот так вот к земле присыпаю. То есть, чтобы корешки были. Чтобы были корешки. Вот, флокс щеловидный. Он цветет насыщенно розовым цветом. Роза кардана у меня здесь получается 4 цветов. Идет у меня, я не помню уже честно последовательность. Цветоносы я посрезала, чтобы силы были в корень. Сейчас я вам покажу, какие у меня. Я вот тут посрезала. Вот. Вот. Получается у меня красная розочка кардана, белая розочка кардана, вот такая вот, не знаю, даже персика оранжевая, вот камера не передает ее цвет, такая вот она, не знаю даже как сказать, да, скорее всего как персикового цвета, и еще розовенькая, вот сейчас я вам нашла цветонос, сейчас я вам покажу. Вот. А нет, это такая же. Вот она в распуске вот такая. А где-то раз, два, три. 4-я розовая у меня. Вот она. Сейчас я вам покажу. Вот. И вот такая вот розовенькая. Вот их 4 цвета у меня получается. И посадила я их, как бы, скажем, вот в таком вот, я не помню, в каком точно это было порядке цветов, но вот по очередности. В каждом горшочке, горшочки были маленькие. Вот, горшочки были, цветочки были вот в таких маленьких горшочках. Получается, в одном горшочке розы кардана было 4 корешка. И вот у меня получается 4 горшочка, и в каждом было по 4 корешка. 4 было красные, белые, оранжевые и розовенькая.
Вот так я их пересадила по очереди. То есть здесь будет такая разноцветная аллея, и обрамлять ее будет вот так вот флокс щеловидный, который ярко-ярко-розовый. Так, сюда я посадила, вот у меня здесь получается перед входной группой в дом. Вот такая у меня роза. Она уже, конечно, отцвела, она такого малинового цвета, прям насыщенно малинового. Это у меня роза парковая, Эрик Тамберли, малиновый. Вот он, малиновый цвет. Эрик Тамберли. Парковая. Вот здесь вот так вот. Я в следующем году уже поставлю, или в этом, не знаю, посмотрим, как супруг сможет. Я поставлю шпалеру и буду ее привязывать, потому что она все-таки будет у меня большенькая. Вот здесь вот шпалерку муж мне поставит, супруг. Здесь бордюр будет. Мне еще пока не до бордюра. Бордюр можно всегда это успеть поставить. Надо сейчас, главное, все высадить. В общем, вот так вот это будет выглядеть. Сейчас пойду флокс щеловидный досаживать. Что я вам хотела еще показать. В предыдущих видео мы с вами сажали вот эту ясколку. Даже не то, что сажали, там и корешков-то таковых-то и не было. Вот она прекрасно себя чувствует. Это ясколка, которая белым цветом. Изящно, просто. У меня супруг от нее в восторге. Вот так вот она себя чувствует. Приживаемость у нее, ну, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 из 8. Все прекрасно, она прижилась. Так, дальше. Это у меня гортензия Little Lime. Вот она маленькая, Little Lime. Она не будет ни розоветь, ничего. Вот такая она малюсечка. Но она настолько малюсечка, что я думаю, что я ее буду отсюда убирать. Ее вообще не видно. То есть сюда надо что-то помассивнее сажать. Гехеры тут у меня, астильбочка. Вот. Вот так вот. Но здесь я буду все продлевать. Вот так вот я буду продлевать. Все это надо убирать, эту траву. Забыла же сказать, друзья. Значит, смотрите, вот у меня обрамление пока только по вот эту сторону, да. Флокс щеловидный, розочка кардана. Здесь парковая роза. С этой стороны будет аналогично. Будет аналогично, просто супруг не успел. Здесь будут у нас установлены фонари. Здесь будут стоять фонари. То есть сначала это все будет выкапываться, что-то здесь бетонироваться. Но это я не знаю, это уже будет делать супруг, не особо я знаю. В общем, сначала сюда встанут фонари. Не на солнечных батареях, а вот которые от сети, да, 220. И только вот в следующем году я уже сделаю аналогично вот этому. То есть также флокс щеловидный, также розу кардану посажу. Роза кардана, кстати, один горшочек 299 рублей. Вот я взяла 4. Ну, посмотрим, какая будет приживаемость и как они себя будут чувствовать. Ну, очень-очень даже неплохо. Что касается вот этого пластикового заборчика, я не знаю, что с ним делать. Я пока его оставила. Вот. Может быть, убрать. Не знаю. Ну, вот я просто... И хорошо приложить здесь материал и убрать вот эту ленту. Не знаю, я вот пока не думала, что... Ну, да, вот она вся завалистая, вот такая. Может быть, уберу, может быть, нет. Не знаю. Время покажет. Вот, а сейчас я хочу досажать. Уже начала. Вот флокс щеловидный. Выглядит как этот аквариумный. Как он называется? Водоросль. Водоросли аквариумные. Но у нас холодно, 9 градусов. Я одеваю тряпочные перчатки, а сверху одеваю уже такие закрытые перчатки. Все, я здесь досадила. Вот где до розочки. Уже там не буду вот здесь вот заполнять, высаживать, потому что здесь встанет, как он называется, лента. Господи, лента это встанет. Лента вот так вот встанет, обрамлять газончик. Вот, все, досажала я флокс щеловидный. Вот так вот он выглядит. Сверху посыпала. Сейчас у нас дождь пойдет уже.
Сверху посыпала вот этот суперфосфат. Осталось у меня тут чуть-чуть. Вот. Розочкам подсыпала. Также суперфосфат. Вот. Начала уже. Здесь прорыхлила. Так, аккуратненько. Чуть-чуть заглубила. Здесь аналогично. Готово, да, Сереж? Иду. Здесь тоже вот так прорыхлю. Сейчас дождик пойдет, и все уйдет в грунт, как положено. Вот, буквально чуть-чуть вот так вот. Чтобы сильно ее не тревожить. Вон, листик отломала. Я без потерь не могу. Я как тот террорист какой-то. Все у меня какие-то потери. Вот так вот, чуть-чуть, суперфосфата. Так, на глаз сыпала, чуток совсем. Вот так вот. И сейчас я вот так вот прорыхлю все розы. Где не хватает вот здесь вот земельки, я вот так вот беру вот с этой стороны. Вот тут вот горка. Потому что когда сажала, как бы засыпала вот так вот. И вот отсюда вот так вот немножечко подвытяну. Вот. И вот здесь по аналогии, видите, тоже поднято. Вот. Точно так же по аналогии с этой стороны. Сейчас вот так вот чуть-чуть подрыхлю. И по аналогии вот так вот как бы присыплю. И с этой стороны тоже. Вот. Но я думаю, что сверху надо будет все равно земельку еще засыпать. Вот так вот. Вот и красота. Вот и ляпота. Вот так вот. Вот такой покупаю я. 86 рублей, по-моему, он стоил. Суперфосфат. Все, сейчас я вот так же прорыхлю все розочки с этим фосфатом, то, что я посыпала. И пойдем мы с вами дальше. Наконец-то мы забрали газонокосилку. Сейчас супруг будет косить. Вчера ездили в Шлиссельбург, там забирали. Вот это все. Сейчас супруг будет косить. А я пойду дальше. Надо мне пересадить и посадить. Вот так вот. Долго-долго мы ее ждали. Вот этот куст тоже хочу убрать. Вот этот вот желтый. Ну, посмотрим. Дел много. Друзья мои, дел много. Моих хочу тоже много. А времени нету. Сейчас супруг приготовил завтрак, покушали. И вот будет косить. А я пойду дальше сажать, копать и пересаживать. Все, как я люблю. Сначала посади, потом пересади. Иди съешь мышку, иди мышку на тебе сходи. Иди сам помышку тебе. Заботливая кошка. Ой, воображу. Что она вот воображает, Сереж? Что она, воображулька? Мне кажется, Тедди не очень рад ее этому подарку. Да, Тедюша? Да, скажи. Ой, как дурачится. Ой, дурачина. Ты на кого там жужжишь? А? Злодей? Злодей, ты на кого жужжишь? Привет. Скажи привет, девчонки-мальчишки. Девчонки-мальчишки. Ой, такой тетька у нас, помощник. Опять вытирается. Ты опять вытираешься? Ой, чистюля. Ой, чистюля. Ну все. Сейчас свалишь это. Ну, с ног меня. Кабан. Ты кабан? Ой, ты за такой глазки красивые. Ай, такой ты иди красивый. Ой. Ой. Пошли папе помогать. Пойдем. В общем, ребят, смотрите, что я сделала. Как я не хотела бы тут копать. Помните, последний вот этот череночек мы посадили с вами. Ой, этот полярный медведь. Покупала вот такую малюську, 450 рублей в стаканчике в маленьком. И все. Здесь у меня была, как обычно, трава. Я надеялась, что муж все-таки покосит. Но так как у меня есть еще рододендрон, вот сейчас я выкопала ямку, как бы продлеваю, получается, ряд гортензий. Вот здесь я выкопала яму. Сюда уйдет диамантина, который был у меня первым. Вот супруг везет мне вчера. Купили землю. Чего деревня? Чего деревня? Значит, сейчас я вам уже покажу здесь. Диамантина у нас с вами росла вот здесь. Сейчас я вот эту всю землю убрала.
И здесь будет посажен рододендрон. Сейчас я засыплю специальную земельку. Купили мы вчера, вот он, фантом, посмотрите, порозовел. Покупали мы фантом, по-моему, 850 рублей с вами. Так я его подвязала на арматуру. Вот так он у меня стоит тут. Вот такой фантом. Ну, это всеми известный Винки-Пинки, красавчик. Я не поняла. Что ты делаешь? Уйди. Вот такую купила грунт для хвойных. Теравитка у нас. Сколько здесь получается? 50 литров. Значит, ля-ля 3 рубля, кипарисы, туи. Вот, рододендроны. Вот эту земельку я сейчас закину в рододендрон. И еще что самое интересное. Покупала я в Леруа Мерлен. Сейчас я вам даже специально покажу. Где тут у меня? Так, мульча. Не вижу, где грунт. Грунт для хвойных. Вот смотрите. Я его взяла за 319 рублей. Вот, видно вам? Для хвойников 319, 50 литров. Скидка 136 рублей в Леруа Мерлен. Как я ее получила? Вот здесь был подран. Вот он, видите? Немножечко подрана упаковка. Я подошла к консультанту и попросила сделать какую-то скидку. И я заберу вот это. Здесь вот дырочка небольшая. 136 рублей. Сделали скидку. Получается, я его купила за 319. Грунт 319. Скидка 136 рублей. Из-за какой-то маленькой дырочки скидка 136. Я пошла, у них там имеются столы. Я вот это дело заклеила, так как знала, что буду уже сажать рододендрон завтра. Что там у меня? Это ты мне скосила горшки-то? Ну, поставь, я сейчас земельку вытряхну, а это в мусорку уберу. Горшки мои подкосил. Так что вот такой будем сейчас засыпать землю под рододендрон. Купила, смотрите, еще. Сейчас я тяжелая хулиганка. Вот, кора сосновая. Получается здесь объем 45 литров. 200 рублей. Что-то я подзависла. Думаю, почем я его взяла? 200 рублей. Я взяла, вот, получается, 3 мешка. Раз, два, 3. Сейчас я это в ноги гортензии посыплю. Так что вот так вот мы вчера, ты, Дюшечка, дай маме этот. Съездили, подготовились, купили землю и купили кору сосновую. Вот. Мульча садовая. 200 рублей. 3 мешка я взяла. 660 рублей. Друзья, смотрите, что хотела вам показать. Какой большой горшок был. Сейчас вот я... Смотрите, какой был огромный горшок. Я не знаю, сколько тут. Я не особо в этом разбираюсь. Вот такой огромный был под рододендрон горшок. Когда я выкопала яму примерно, я поставила горшок большего размера, диаметра, выкопала яму, положила на низ сосновую кору, мульчу, да, внизу. Сверху я насыпала грунт для голубики. Ну и для рододендрона она тоже подходит. Для хвойных, в общем. И когда я стала, все это перемешала, пролила, да, и когда я стала вынимать рододендрон из горшка, я поняла, что он просто без корней. То есть ему делали невозможно, а ему делали перевалку. Но корней просто... Это вот я только до них дошла. То есть какой объем грунта был просто бесполезный. И оно все вот так вот, как это сказать, все в одну кашу замешалось. Мне было даже их... То есть сначала земля просто отпадала. Вот она просто отваливалась. И уже после, когда я дошла до корешков, видите, уже вот видно, вот это вот уже корни. Я немножко их причесала, расчесала, да, чтобы выпрямить вот эти все всасывающие корешки. Яма была гораздо глубже. Я-то ее под горшок мерила. Вот я ставлю рододендрон. Сейчас я
В общем, и здесь... И он у меня просто ушел в землю. Что я делаю еще? Я насыпала еще мульчи для этого... Для дренажа. Да, сосновая кора. Вот она, кора сосновая. Вот такая фракция. Она, можно сказать, рубленая. Я не знаю, то есть крупного такого дерева нету. Вот она. Не крупной фракции. И сейчас, вот, я сверху буду еще насыпать грунт. Благо он у меня остался. Вот, сейчас я буду сверху еще насыпать вот этот вот грунт. И еще раз проливать. Вот тебе, пожалуйста, большой горшок. Посмотрите. А корней нету. Просто его делали перевалкой без... Вообще, вот все равно. Так что я вот так вот сейчас еще, может быть, порасправляю чуток. Ой. И внутри вот сверху как бы он сыроватый, да, а вот здесь вот внутри, где вот в самом, там все сухо. Там было все сухо. Вот, ладно, будем продолжать сажать, потому что корни оголило уже все. Еще раз, это у меня рододендрон орнамент. Вот. Вот так вот я его посадила. Вот так вот он выглядит. Досыпала я еще землю, я вам уже говорила. И сверху, видите, замульчировала сосновой корой. Выглядит, кстати, даже пока неплохо. Надеюсь, что этот малютка у меня приживется. Вот. Тут он заложил бутоны. Вот тут вот маленький бутончик. Кстати, вот я не знаю, кто его поел. Улитки, что ли, опять. Вот тут вот маленький бутончик. Вот тут вот бутончик тоже, видите? Малюська. Вот. Вот такой рододендрон. Вот такой рододендрон. Ну что, а мы с вами идем дальше. Вот пересадила еще диамантина. Теперь у нас получается, он был первый от входной группы, теперь он в самом конце. Немножко осталось коры, видите, рассыпала. То есть 45 литров все, израсходовали мы, получается, на рододендрон. Добавили в как бы, как она называется, дренажка, да, сделали. И сверху замульчировали. Вот, вот это у нас диамантина. Вот здесь малюсенький. Тоже я хочу сейчас прорыхлить, подкормить их уже на зиму. И тоже замульчировать, но единственное, не буду сильно к этому, к стволу. Дам место немножечко. Вот, это у нас полярный медведь. Белый медведь, полярный медведь. Дальше вот так себя плохо чувствует рубиновый. Как он? Бриллиант, рубиновый бриллиант. Вот он сбрасывает листву, краснеет. Он был у меня взрослым. Ну вот дает кого-то как-то. Ну, не знаю, посмотрим. Дай бог, конечно, чтобы выжил. Укрывать я буду. Обязательно на зиму я все гортензии буду укрывать. Так, дальше, что у нас тут? Тут у нас Silver Dollar и Vanilla Fries. Ой, подождите, это Фантом. Это Фантом, Винки-Пинки. Ну и там уже пошли другие, они не цветут сейчас. Они у меня поздние. Ну и вот там у нас рододендрон. И наш рододендрон. Красавчик. Ну чем не красота? Дождь начинается. Все, начинается дождик. Сейчас вам покажу. Вон тучи пошли. Господи, не дают вообще поработать. Смотри, какая черная. Вообще уже. Зевс никак над нами не сжалится и не даст доработать. Вот этот желтый куст тоже будем убирать сегодня-завтра. Ну, посмотрим. Сегодня воскресенье. Какое у нас сегодня? 3 или 4 сентября? 3 сентября. Вот, это супруг косит. Сейчас будет все сгребать венчиком, собирать. Ну, а мы пойдем дальше. Нет, я сгребать не буду. Деловуха. Я дальше пойду. Все, друзья мои, у нас пошел дождь. Плащ одеть? Давай плащ одену. Он через голову. Супруг тоже одел плащ.
Пошел дождь, вот сейчас докосил, кучки собирает, а я буду уже под малину и вот там вот под розы положу. Да? И будем заходить. Сейчас я пойду посмотрю. Ну все, это он зарядил уже до победного. Вот это вот. О, глянь. Уже сам тут мне все подмульчировал. Видите? Наконец-то покосили. Ну и что, вот эту зеленую я поставила. Не подцеплял он ее? Не, подцеплял, покусал. Надо поплотнее сюда ставить. Покусал. Газонокосилка покусала вот эту тонкую зеленую. Хорошо, я заказала хорошие эти. Устанавливать буду. Вот, а я хотела сделать, вот там вот я начала потихоньку верхний слой вот этот вот снимать. Вот здесь сейчас покажу. Вот здесь вот сорняк снимала верхний слой. И хотела засыпать покупной землей. Ну все, уже дождь пошел. Супруг говорит, давай вместе быстро закончим. А это моя маленькая, как она? Little Lime, гортензия, Little Lime, малюсечка. Вот, поэтому супруг попросил помочь, дабы быстрее закончить. Он метет. Я сейчас тоже одену желтый плащ и пойду. Так, ну вот, нагрузила я себе тачку травушки-муравушки. И вот так вот прям под малину. Вот с той стороны кладу и с этой. Прям хороший такой слой даю. Вот. Чтобы тут сорняки у меня не росли. А то поли потом все это дело. Вот так вот сейчас вот насколько травы хватит. Потому что дождь идет. Мы хоть и одели эти, как их называют, плащи, но все равно некомфортно работать в дождь. Вот так вот малинка у нас. Вот тут вот еще сколько ягодок. Это еще снег будет идти, а она будет. Не знаю, что это за сорт такой малины. Ну, такая вот она большая, чудесная. Надо Сергея попросить, чтобы он собрал ее. Вот. И сейчас вот это вот закончу. И пойдем мы в дом. Чего, Сереж? Какие дрова? А, не надо. Вот это тоже бетон. Видишь, там надо убрать сразу. Ага. Вот. Вышло солнышко 4:30 вечера. Светит солнышко. Вот так вот убрали кучки здесь уже с травой. Делать все, больше не будем. 4:30, да? Сейчас догребем, Сереж, и будем точно заходить. Не знаю, что делать вот с этой недоальпийской горкой. Или убирать ее, или как-то, может быть, ее расширить. Не знаю, что с ней делать. Супругу-то, конечно, лучше бы ее оставить, чтобы валуны не таскать. Да, Сереж? Вот. Одел на меня желтый плащ, теперь ходит и говорит: Миньон, ты где? Миньон, Миньон. Миньоном меня называет. В общем, сейчас он сказал, что будем убирать. Лучше убрать, говорит. Но я тоже так думаю, что лучше ее убрать. Солнышко светит, слепит. Вот, идем дальше. Так что я миньон. Почему стажаровой в пес? Не знаю, там он ходит, он не лает. Да, ты Дюш? Ты Дюша? Тедди. Ой, деловой какой. Ой, злодей. Ой, так их всех поругал. Скажи, бездельники, поднимайтесь, идите работать. Аф. Аф ты мой. Работать надо идти, Что у тебя уже на носу? Где ты был? Работать-то кто будет, Козюзя-бузя. Козюзя-бузя ты моя, Козюзя-бузя. Свинюшка ты? Дядя свинюшка. Грязный весь. Что ты вот встал мне тут, а? Лапами своими на что встал?
А? Работать пойдем? Вон сзади нас еще кучу убирать надо, Тедь. Мусор весь сложить в мешки. Да? Идешь? Ай, ты идешь. Ай, помогать пойдет маме. Помогать, скажи. Не пойду, я, дочь, пошел. Домой меня. Да? Домой тебя? Домой пойдет сейчас Тедька. Пойдет. Он уши ледяные уже. Ледяные уши у Теди. Ай, ты мой такой свинюшка. Свинюшка, поросюшка. Весь линяет. Весь линяет уже. Все? Летний гардероб меняем на зимний? Да? Вот мама умахается полы-то мыть. Вот это да. Вот это точно. Софуля, а ты что бегаешь? Друзья, смотрите, что хотела показать. Вот эти перчатки купленные были в фикс-прайсе. Поскольку там 50-60 рублей. Вот. Все. Все. Они пришли уже в негодность. Все руки мокрые. Вот тебе и фикс-прайс 50 рублей. А вот эти перчатки я покупала. Вот, видите? Смотрите. Смотрите, просто. Все. Одноразовые. Ну и цена 50 рублей. А вот эти перчатки, вот такие, я покупала в Леруа Мерлен. Они у меня в эксплуатации. Вот уже получается 2-й сезон. Стоят они около 200 рублей. Вот те, пожалуйста, разница. Вот эти 2-й сезон, а вот это 1 раз. Кошмар какой-то. Ужас. Вон Сергуня мне супруг помогает. Дождь закончился, всю траву мы собрали. Все убрали туда, на малину положили, травушку-муравушку. Вот сейчас супруг помогает мне земельку вот туда свозить. Вот туда хочу. Также надо вот вдоль как бордюра, вот там вот засыпать землей. Так что вот, сейчас мне поможет. Ты чуть-чуть бери вот так вот, ага. Вот, возит мне. Друзья мои, у меня есть тюльпаны. Вот я хочу, насколько хватит, вот здесь во флоксы повтыкать луковички тюльпанов. Вот здесь у меня сорт вот такой махровый. Это очень крупный цветок. Так, тюльпан получается дабл кадиллак. Повтыкаю. Дальше у меня здесь тюльпан махровый Селеста. Вот. И с соседкой мы поменялись сейчас луковичками. Значит, сорт Анжелика. Такой вот нежно-нежно-розовый, такой вот бело-розовый. Вот 2 луковички. И еще сорт, вот еще вот такие 2 луковички у меня. Вот повтыкаю, не знаю, производитель заявляет, на расстоянии нужно сажать 8-10 сантиметров. Ну вот повтыкаю на расстоянии 15, наверное, сантиметров. Все равно луковичка, детки, пойдут, она разрастется. Тюльпаны, кстати, вот здесь вот видите, уже, ой, вот они, детки. Тюльпаны, кстати, вот в северо-западе, в Ленинградской области, я никогда луковицы не выкапывала. Никогда. И всегда они у меня выходили. И всегда у меня тюльпаны цвели. Вот посажу вот такой, вот такой. Вот только какой из них я не помню. Где здесь Карнавал де Найс, а где здесь Анжелика. Но я думаю, что Анжелика нежно-розовый, а Карнавал де Найс, он... Болячка, что ли? Карнавал де Найс, он белый, в красное крапление такое вот. Ну, интересный такой. Она мне картинку показала, интересно. Ну, вот сейчас повтыкаю, насколько будет. И потом еще докуплю и тоже посажу. Пускай будет миксом, ничего страшного. И вот здесь вот так вот посажу, прям посредине. Вот так тюльпанчики. Так, а здесь у меня супруг возил землю. Не довозил. Сейчас соседка позвонила, у нее там трубы потекли. Попросила, чтобы Сергей посмотрел. Но я думаю, он мне довозит. Здесь осталось 3 тачки. Это я разровняю. Как раз осадками здесь все порядок наведется, все сравняется, все будет чики-пуки. Это я хочу здесь розы посадить.
Хочу красные розы. Вот я не знаю, либо красные, либо белые, либо желтые. Но однозначно одного как бы сорта и одного цвета. Не хочу. Вот здесь микс не хочу. Микс у меня вот здесь получается. Вдоль дорожки кардана замиксованная. Поэтому здесь хочется какую-то вот одну тематику. Потому что веранда, будут окна. То есть хочу здесь розы, но только одного цвета. Вот я думаю, какого. Вот, друзья, сделала я вот такие луночки. Поставила туда луковички. Делала я вот вниз, загоняла ее и прокручивала вот так вот. Вот, поставила. Чуть-чуть вот присыплю. Чуть-чуть хорошо присыплю. Прям уж чуть-чуть. Ишь ты. Все. Особо сильно флокс я не потревожила. Неприятно, конечно, ему. Ну, что сделаешь? Раз у меня умная мысля приходит запоздня. Так, это получается, чтобы мне запомнить, до каких пор. Откуда мне сажать дальше. Раз. Между 7 и 8. Вот тут я буду втыкать уже луковичку. Вот. Так что вот так вот. Дождь у нас так и идет, и не идет, и непонятно что. Кстати, вот эти луковички я покупала в Леруа Мерлен. Сейчас я вам покажу, сколько тут кто стоит. Так, иди сюда, рыцарь мой. Анжелика и Карнавал де Найс, я не знаю, сколько стоит. Это мне соседка дала. Так, тюльпан махровый дабл Кадиллак. Это вот этот дабл Кадиллак. Он стоит 433 рубля. Вот они, 5 луковичек. Дабл Кадиллак 433 рубля. А тюльпан махровый Селеста, это вот этот. 3 луковички. Его цена Селеста. Сколько ты стоишь? 198 рублей. Вот он. Вот, 198 рублей. Еще взяла я вот такую астильбу. Астильба Радиус. Она у меня стоит, вышла на мне 298 рублей. Вот она, астильба, 298 рублей. Вот такого она цвета. Вот такие тут корешки. Храню я ее сейчас на улице, не в доме, потому что в магазине она уже стала прорастать. Поэтому мне ее тоже надо посадить. Вот, видите, она уже оживает. Вот ее надо посадить. Ну все, дорогие мои. Вот мне муж тут довозил. Видите? Еще сколько? 3-4 тачки. Я что-то даже не заметила сколько. Все, время уже 6:30, 18:23. На улице 9 градусов. Дождик вроде закончился. Но так, то капает, то не капает. Непонятно, в общем. Будем мы уже заходить. Будем мы заходить, ужинать и строить планы на завтра. Поэтому все вот такие вот у нас. Вот такое у нас воскресенье. Вот такие дела мы сделали. Как обычно, хотелось много, но не получается. Все, увидимся. Всем пока. Пока-пока.